Не могу себе представить ситуацию, где я привык к убийствам людей. Не-не-не, не только люди, не. В основном у нас там какие-нибудь боги или полубоги. Мы не просто так перестали вербовать случайных существ из веток. О, вот, кстати, тогда вопрос. А почему тогда меня вербуете? А мы... Ой, дамы и господа, есть вопрос, который пожирает меня изнутри. А что если действительно отвязаться от времени и пройти процесс дематериализации? Что если Лая преувеличивает проблемы вступления? Ну, вступления в эту организацию. Сейчас соберем чуть больше информации и решим. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы должны сделать выбор. Да-да, выбор, который, казалось бы, звучит очень просто. Либо вступить в организацию, ибо меня туда буквально пригласили, либо не вступить в организацию, ибо Лая напрямую говорит: просто не суйся в это, если хочешь выжить. Давайте так, пока что очевидно одно. Честно, со мной разговаривает именно Лая. Она не подбирает какие-то слащавые фразочки, не пытается заигрывать со мной по заранее продуманному протоколу и всякая другая дребедень. Но беда в том, что если я отклоняюсь от организации, то, по сути, лишаю себя ответов и некой дематериализации, отвязки от времени. А еще меня за отказ просто убить могут. Правильно понимаю? Да, сейчас кому не доверься, везде есть свои плюсы и минусы. Наверное, пока мы не получили достаточно информации, желание у меня только одно: выжить и... не остаться калекой. Так, короче, давайте напомню самые зацепившие меня фразы в предыдущей серии. Пойми, Лолошка, тебе нельзя ни в коем случае отвязываться от времени. Я не знаю, как себе объяснить, но нет ничего ужаснее отвязки. Тем более для мироходца. Так, Лая, а может быть поговорим, не знаю? И все-таки на подумать. Зачем Малецкий рассказал мне о камерах? Хочет помочь мне? Да нет, это вряд ли. Очевидно, он не разделяет мнение Лаи про организацию. Хотел дать мне немного приватности? Нет, конечно нет. Вероятнее всего, Малецкий пытается следовать протоколу вербовки. И... должен признать, у него это получается естественнее, чем у агента Браун. Как бы это смешно ни звучало, но Малецкий, он как будто видит, что за его целью есть личность. Хотя, впрочем, возможно, это просто я вижу то, что хотел бы видеть. Это все, блин, так странно. Лая говорит об организации как о каком-то всемогущем зле. Но мой личный опыт пока что показывает совершенно обратное. Это просто разрозненные смешные существа, которые просто делают свою работу, как умеют. Вот, например, Аса, да? Она кажется настолько оторвана от реальности, что ее следование протоколу абсурдно. Взять тот же чай, который она заставила сделать для меня Малецкий. Что это было? Это же был просто обычный чай. Но все вокруг него было обставлено так, как будто они хотят убить меня. Отравить. Речь Асы была приторной, неестественной, а все ее попытки расположить меня к себе привели меня к мысли, что я не могу верить ни единому ее слову. А еще, кстати, этот техник с голубой кожей. Единственное, о чем он мог думать, столкнувшись со мной, это о какой-то там пенсии, которая его ожидает. Так, ладно, что в итоге насчет Малецкий? По нему вроде сразу видно, что он самый типичный штурмовик, которого только можно себе представить. Видно, насколько некомфортно ему говорить со мной. Он привык с такими, как я, обращаться иначе. Да, даже так. И как же я привык обращаться с такими, как ты? А, черт. Малецкий, давно ты тут стоишь? Не, ну реально, в целом, твое описание Браун совершенно не соответствует истине. Хотя, ладно, откуда тебе знать, какая она? Ты же вроде как не общался с ней, да? Малецкий, мы же договаривались! О чем? Про стук в дверь! Блин, точно. Прости, забыл. Блин, ты там такой переполох устроил в отделе контроля, когда все камеры повырубал. Я планировал еще какое-то время не появляться тут. Даже объяснял начальству, что ты ценишь, когда тебя оставляют в покое. Но им, естественно, важнее, чтобы ты к нам присоединился. Не понимают они, что эти вещи взаимосвязаны. Ай. Вообще, знаешь, ловко ты это с фотографирующим устройством придумал, а? Наш технический отдел сначала даже и не понял. Губан как увидел, что ты делаешь, так и залип. Смотрел, пока ты до 7-й камеры не добрался, наверное. Он потом так смеяться начал. Мне казалось, что весь Синклит затрясся.
Перестал смеяться только тогда, когда ты последнюю камеру вырубил. Да, понял, что это для его отдела-то значит. Молодец, блин. Ага, то есть ты сейчас хочешь сказать, я вырубил все камеры, да? Ну, если тебя даже реакция Губана не убеждает, то я даже не знаю, что может убедить. А вообще это... Слушай, ты ведь по-любому все понимаешь, да? Меня действительно послали сюда вербовать тебя. Посчитали, что раз ты меня уже видел, то со мной будет проще и все такое. Реально? А их не волнует, что ты пытался убить меня? Такие мелочи там, наверху, никого не беспокоят. Так вот, это... Вообще знай, обычно вербовкой занимаются специально обученные для этого сотрудники. Поэтому протокол там максимально расплывчатый, типа... Сотрудник может прибегать к тем способам привлечения, которые считает лучшими в каждой ситуации. Ну а я чё? Я не обучен. Я понятия не имею, что будет лучшим в нашей с тобой ситуации. Давай просто, не знаю, поболтаем. Я тебе про работу свою расскажу, ты вопрос позадаешь. Все равно тебе со мной торчать. Хоть сделаем это время более-менее приятным для обоих. Что скажешь? А чё, так можно? Подожди, реально? Согласиться, само собой. Да, конечно, давай. Звучит прикольно. Слушай, знаешь, честно говоря, это, наверное, самый нормальный разговор, что у меня был с момента, как я здесь оказался. Да-да-да, слушай, только у меня к тебе предложение есть небольшое. Давай не будем торчать в этой коробке, а? Да, тебе в другом месте нужен костюм, но тут такой спёртый воздух, и еще так скучно. А у тебя что, есть идея, куда бы ты хотел отправиться в этом мертвом городе? Да-да-да, еще какая идея? Давай, тебе понравится, реально. Да. А что? Блин, это интересно. Нет уж, здесь безопасно. Здесь за мной нет слежки, поэтому я хочу остаться тоже здесь. Ладно, пойдем. Куда ты хочешь? Хорошо, мы можем пойти куда-нибудь, но место выбираю я. Ладно, пойдем, куда ты хочешь? О, ура, ура! То есть, я хотел сказать, очень рад. Давай, надевай тогда свой скафандр и пойдем. А ты все-таки ребенок, да? А, то есть я имел в виду, давай, надеваем. Куда это? Где это мы? О, этот запах. Ну, что думаешь? Подожди, Малецкий, серьезно? Ты привел меня в боулинг? Угу. Когда организация разрешает нам выходные, мы с коллегами часто играем. Знаешь, как они меня называют между собой? Ну и как же? Большой Малецкий. Слушай, ладно, ты прости, что я так пользуюсь своим положением. Просто выходные у нас редко случаются. А поиграть-то хочется. Ну ладно, ты только смотри, я сам-то тоже не промах. Обыграю тебя, а ты еще расплачешься. Слушай, я может и выгляжу как ребенок, но поражение принимать умею. Тем более, я вряд ли проиграю. Я очень хорош, я хорош. Блин, мне так нравится Малецкий. Ну, понятно, что он следует протоколу, но как бы очевидно, Ух ты, как красиво стало. Я не убираю это из головы. То, что, по сути, он занимается вербовкой как таковой. По-свойски. Сейчас я тебе покажу, как надо. Так. Да. О, хорош! Реально. Да. Чё, видал? Давай, твоя очередь. Да как я в костюме? Это же неудобно! Это писец. Так, а я сам это буду? Что? У нас еще и очки! Что? Вообще неожиданно! Так, подожди, как? Что мне нажимать-то надо? Так, ну давай левую кнопку мыши попробуем. Раз, два, три. Так, не левая кнопка мыши, окей, тогда пробел. Раз, два, три. Так, подожди, а какую кнопку нажимать-то? Что делать? А! Нет! Нет! Правую кнопку мыши надо было, черт! Ну, нужно было инструкцию дать. Да, до меня тебе еще далековато. Так, что ты сейчас? Неужели ты все время десятки будешь выбивать? Супер. Ну так и чё, Ложка, чё думаешь про нашу организацию? А что я должен про нее думать? Ну,
ты же наверняка считаешь нас кучкой безжалостных убийц, да? И ты хочешь сказать, что я не прав? Ну, ладно, технически так нас тоже можно определить, это правда. Но я предпочитаю смотреть на ситуацию иначе. Иначе? Как еще можно смотреть на то, что вы добиваете чудом выживших? Так, давай, наверное, твоя очередь. Он 6 выбил, не десятку. Ну ладно, я понял, как нажимать. Давай сейчас попробуем. И... Да блин, нет! Левее! Хорош! Девяточка! Закрученный мячик! Сюда! Сейчас-то мы его того! Хорош. Вообще мы не добиваем чудом выживших. Мы помогаем тем, кто не справился умереть сам. Ты наверняка испытывал конец времени на себе, а? По-любому же выходил из своего бункера без костюма, а? Или чувствовал, как время просачивается? Ну, в дыру в скафандре, когда взрыв лампочек его тебе пробил. Стоп, подожди, ты про агрессивную среду? Это время? Ну так, само собой, что же еще? Так ты чувствовал его? Да. Ну и как? Понравилось? Серьезно, ты... Как думаешь, стал бы я играть в боулинг в этом скафандре, если бы мне понравилось? Ну вот, я так и подумал. Так, а ну-ка дай. А теперь вопрос, Лолошка. Почему ты думаешь, что остальным это нравится? Или ты считаешь, что у всех есть такие технологии, как у тебя? Представь себе, каково это. Не просто остаться одному во всем мире, но и постоянно, каждое мгновение испытывать адские муки времени. И не иметь никакой возможности хоть ненадолго, хоть куда-нибудь спрятаться. Как ты думаешь, каково это? Да не знаю, я не знаю, каково это, Малецкие. Но я знаю, что меня вы не спрашивали, прежде чем попытаться убить. Ну... Вот-вот. А я умирать не хотел. Ну, это, твой случай, но он действительно особенный. И вообще, кстати, твоя очередь. Ты, блин, девятку выбил. Ты, блин, рофлишь. А чё ты такой крутой? Сейчас я попробую, погоди. Так. Мне надо четко в центр, наверное. Давай. Раз, два, три. О, хорош. Давай. Десяточку. Десяточка. Ну, наверное, я его уже не обгоню, потому что в первый раз я ложанул. Блин, на самом деле это прям крутая катсцена. 10 из 10. Вообще твой случай, он реально настолько неожиданный, настолько выходящий за рамки, что даже я ни разу с таким не сталкивался. Настой. Серьезно. Твое знание временных технологий, готовность к концу времени, все это настолько внезапно, что все управление в смятении. А вообще, знаешь, у организации есть более подробное и понятное объяснение нашей идеологии. Мне там что-то рассказывали на обучении, но я значения тогда не придавал. Я же обычный штурмовик, не вербовщик я, да. Для меня важно было только то, что мы избавляем от страданий тех, кто не может справиться сам. Но вообще есть и более значительная причина. Так, какая? Ну, видимо, после броска расскажет. Блин, а слушайте, а на самом-то деле у организации действительно, походу, есть какая-то идеология, и то, что рассказывает Малецкий, оно такое небезосновательное. То есть, по сути, я их реально заинтересовал знанием временных технологий и готовностью к концу времени. Но это не мои знания. Это знание того, кто был в бункере. Я, конечно, знаю всякое о времени, как Междумирец и так далее, но вот именно технологии, скафандр, это же не мое. Это было, когда я сюда пришел. Мы до сих пор не знаем, кто был владельцем бункера, за кем они на самом деле охотились. Так, ладно, бросок сейчас. Сейчас, раз... 2, 3. Давай, пожалуйста. Центр. Правее. Хорош! Ну. Как-то так. Ну, давай, рассказывай. Что же это за другая причина такая? Ну, я тебе нормально не расскажу, потому что сам не понял. Но ты вроде как похож на человека, которому такое будет важно. Суть в том, что не только сами выжившие страдают, но и вся ветка от наличия этих выживших. Страйк. Ну не знаю, Малецкий. Все то, что ты мне сейчас говоришь, это похоже на какую-то религиозную муть. Не, Лолошка, поверь, наша организация меньше всего похожа на религиозную общину.
Любой отвязный от времени знает, что никакие религии, никакие боги не способны победить естественный ход вещей. Конец времени — это неизбежность, которая ждет любую ветку. И мы просто помогаем веткам заканчиваться легко, безболезненно. Вот как. Тогда, Малецкий. О, блин, это такая крутая информация. Так много годноты нам сейчас насыпали. Вот, допустим, он говорит о том, что они якобы помогают. Но они же, по сути, и убивают эту ветку, нет? Типа, а на кой смысл избавляться от этих выживших, если можно просто не трогать всю ветку? Не? Что такое эти ветки? И с какой точки они ветвятся? Но как происходит сам конец времени? Вот! Как происходит конец времени? Нам надо понять, а может быть это не они уничтожают, кстати? Что значит, что сама ветка страдает от выживших? Время страдает? Я не понимаю. Вот, как происходит конец времени? Знаешь, Малецкий, судя по тем воспоминаниям, что я видел, это не было естественным ходом вещей. Это был просто внезапный конец. Как обрубило. Ну, это... блин, вот видишь... Поэтому я не гожусь в вербовщике. У меня нет для тебя красивого, обтекаемого ответа. Вообще, я подозреваю, что никто не знает этого. Ни нам, низшим созданиям решать, как конец времени должен наступить. Решать не вам, но при этом именно вам подправлять ошибки, оставшиеся после этого высшего события, да? Вот тебе прям надо, тебе прям нравится всему придавать какой-то пафос, да? Я не вижу ничего высшего в конце времени. Нет, тут явно что-то не так, Малецкий. Естественный порядок, как ты это называешь, это смерть от старости, например. У животных может быть смерть от хищника, но не так, как ты рассказываешь. Так, объясни, чем тогда это отличается? Тут тоже все умирают от времени, просто одновременно. Серьезно? То есть для тебя это ничуть не подозрительно? Ну нет, всегда ж так было. Ой, да ладно тебе, ну ты привыкнешь, разберешься, и вопросы исчезнут. Честно. Да уж, не могу себе представить ситуацию, где я привык к убийствам людей. Не-не-не, не только люди, не. Я бы даже сказал, люди попадаются довольно редко. В основном у нас там какие-нибудь боги или полубоги, призраки, иногда ведьмы, продавшие душу и подписавшие всякие контракты с дьяволами и прочей ерундой. Сотрудники ресторанов быстрого питания, которых менеджер не отпустил со смены. Короче, не, люди не попадаются так часто. А вообще это, давай, там, твой последний бросок и подведем итоги. Подожди, еще раз. Какие-то боги или полубоги? То есть он об этом говорит как о чем-то... Ну, обычном? Господи, кто такая организация? Тут скорее, знаете, вопрос, на кого они работают. И судя по всему, Малецкий честно говорит, что он сам не знает. Я подозреваю, что никто не знает. Не нам, низшим созданиям, решать, как конец времени должен наступить. Но при этом вам подправлять ошибки, оставшиеся после этого высшего события. Ладно, давай попробуем... Давай приземленное что-нибудь. Боулинг! Попробуем выиграть. Я могу выиграть, если выбью страйк. Так. О, господи, страшно. 3... 2, 1. Давай, пожалуйста. Хорош! Да! О, я победил самого бога организации, да! А ты не промах, парень. Не ожидал, что кто-то сможет обойти большого Малецкия. А ты ведь еще в скафандре при этом. Ладно, в следующий раз я тебе поддаваться не буду, убедил. Давненько я так хорошенько не разминался. Отличная игра получилась, да? Слушай, Малецкий, а чем ты вообще занимаешься? Ну, в свободное время, если тебя так воодушевляет поход в боулинг. Ну, я устаю на этой работе, Лолошка. Я люблю эту работу, правда. Чувствую, что делаю полезное дело и помогаю. Не так уж много вариантов есть у профессионального киллера, чтобы свои навыки на пользу применять. Но выматывает это дело, выматывает. Ой, один прыжок чего стоит. Энергии высасывает у тебя столько, что... Ух! Хе-хе-хе. Так что после работы я обычно глажу Кортни, да и телек смотрю. Кортни, если что, это моя роботизированная собака. Живых-то мы не заводим по понятным причинам. Ну, да ладненько. Наверное, нам пора возвращаться, да? Вот так. Ну и чего скажешь в итоге? Я убедил тебя присоединиться к нам? Малецкий, ты же понимаешь, я до сих пор даже сам не осознаю, какую именно работу вы мне предлагаете. Ну, как же, ну в организации же.
Да нет, это так не работает, гений. Я могу представить себя офисным клерком, но мне нужно больше подробностей про социальный пакет. Из меня бы наверняка вышел отличный штурмовик, о боже. Если честно, твои слова меня скорее запутали, чем убедили. Да, вот это правда. Типа, на кого в итоге работаете, я так и не понял. Кому там решать, эти линии обрывать или не обрывать? Но даже несмотря на все то, что он сказал, в целом немножко идеология организации стала, ну такой, типа, более прозрачной, да, понятной. Получается, если прямо сейчас я сниму скафандр, откажусь от этого бункера, выйду на улицу, то я там буду просто бесконечно умирать. Получается, во всех ветках, где остались живые, они всегда живые, понимаете? Они всегда просто умирают и бесконечно мучаются. По правде говоря, твои слова меня скорее запутали, чем убедили. Да? Блин, ну... наверное, потому что я так себе вербовщик. Ну, я все как есть рассказывал. Я нигде не врал, нигде не приукрашивал, не. Ладно, ты это, если что, подумай еще. Да. Я и не ждал, что ты так быстро примешь решение. Мы не просто так перестали вербовать случайных существ из веток. Это всегда очень долго. О, вот, кстати, тогда вопрос. А почему тогда меня вербуете? Слушай, мне пора, зовут по работе. Пока! Ты что, нормальный вопрос, а реально? Если вы перестали вербовать других, то почему тогда я вам интересен? Вот на этом моменте стало очень интересно. Это была, скажем так, достаточно живая и, будем честны, подробная реакция, чтобы заинтересоваться еще сильнее. Так, стоп, у меня 15%, сразу заряжаемся обязательно. Честно признаться, мне кажется, что это еще сыграет в сюжете. То, как мы выманились из бункера и пошли играть в боулинг, это важно. Скорее всего, здесь на самом деле у них нет слежки. Мне кажется. У меня теперь другая теория. Бляха-муха, я ушел из бункера, и пока меня тут не было, они новую слежку разместили, по-любому. Ах вы заразы! Я реально до этого сразу не допер. Черт! Так, ну понятно, короче, буду держать это в голове. А погоди, а могу ли я это проверить? Мы же можем точно так же сейчас вырубить свет. Ну чисто теоретически, это же, как же мы классно попрощались. Интересно, это его мой вопрос смутил, или ему какой-то действительно пришел сигнал? Если честно, когда он звал меня, я думал, что это будет какая-то ловушка. Даже хотел предложить свой вариант какой-нибудь. А в итоге, реально? Просто поиграть в боулинг? Или же, подожди, ему было поручено выманить меня из бункера? Хотя, нет, игрой он наслаждался довольно искренне. Ну, кажется. Да и вообще он мне кажется честным парнем. Или мальчиком. И самое интересное, что он имел в виду под богами и полубогами? Неужели он по долгу службы избавляется от существ такого высокого порядка? Хотя, впрочем, кто еще может пережить конец времени, правда? Сложно и непонятно. Хорошо, что можно обо всем этом подумать в моем безопасном бункере, где никто за мной не следит. Нет, подожди, вот это очень, опять же, хорошая фраза. Так, свет вырубить. Сейчас. Хочу кое-что реально чекнуть. У меня четкое ощущение, что мы можем сейчас что-то увидеть. Я обязан. Моя теория, она же не просто так с бухты-барахты, да? Давай. Нет? Моя теория говно? О, нет, моя теория кажется говно. Нет, я умный. Пожалуйста, подтвердите, что я умный. Походу, я не умный, ребят. Да! Я не тупой! Это камера, да? Обалдеть! Я был прав, предчувствие не обмануло меня. Нет, это мое предчувствие! Оно было раньше, чем твое! Я сам додумался! Ой, блин, я чувствую себя реально гением после этого. Так, понятно. Ну, Малецкий, ну, зараза, а. Я уж тебе доверился. Я уж думал, ты такой... Вот, вижу. А так вот, никогда не верь организации. Помните, Лая так и сказала: никогда не верь организации. Надо будет обязательно поговорить об этом с Лаей. Вся та информация, которая обсудилась с Малецким, явно важна. Но я не думаю, что он мне врал. Вот правда, вся та информация, которую он сказал, скорее всего, это не выдумки. Только, блин, учитывая, что я ломаю эти камеры и не знаю, сколько их всего, это все бесполезно. Ну, то есть прям максимально. Да, я могу там поломать 3. Третья, кстати, как раз. Вот так.
Могу поломать там 4, 5, 100. Найти хотя бы, не знаю, там, ну 5, ну 6, ну 10. Черт, это невозможно. Еще нашел, вот она. Вот прям в коридоре. Так, отлично. Это уже 4. Нашел. Так, бам. И это уже сколько? 5 получается. Ну, я могу так сказать, это выматывающая штука, и очевидно, что я могу поломать сколько угодно, но не буду знать, все ли это. Это бесполезная работа. То, чем я сейчас занимаюсь, это, по сути, я просто доказал самому себе, что организации нельзя верить. Все. Что это? Подожди. Это уточка-камера? Что? Это утка-камера, реально. Нифига. О, подожди, а это что? А, это просто... Боже, я уж подумал, тут можно прочитать. Ладно, плевать. Я не знаю, я не хочу искать эти камеры. Я уже слишком много времени на это потратил, и мне... Ну, буду честен, мне лень. Это невозможно, я даже не знаю, сколько надо ломать. Сейчас обязательно уточку поставим, но перед этим вниз спускаемся, свет включаем. Кстати, а вот если воду нажать... Нет, я не буду рисковать. Мало ли там уткар сломается или что-то в этом духе. Вот что-что, а воду перекрывать это глупо. Если по сюжету не понадобилось, значит не понадобилось. Вот так и думаем. И утка-камера, ваше место... Вот здесь. Вот здесь. Ну, давай. А, сюда пока не ставится, потому что это не заполнено, серьезно. Утка-камера номер 60 прямиком из креклита. Создана с одной целью — следить за мной. А вдруг она реально работает? Ну, в том плане, что она как камера, не? Просто реально поставили камеру, которая теперь бесконечно будет следить за мной. Ну, ладно, следи. Далее надеваем скафандр и тут же прописываем прунус. Отличненько, здравствуйте. Я смотрю, она тут все больше и больше обживается. Это, конечно, все приятно, но то, что тебя здесь нет, Лая, это плохо. Наш последний диалог закончился на приятной ноте, то есть мы друг друга не обосрали. Это уже хорошо. И, походу, теперь мне нужно постепенно начать понимать, что я хочу. Реально организация, которая, вот, оказывается, заставляет меня выйти из бункера и расставляет камеры, но при этом вроде как рассказывает информацию. Или Лая, которая постоянно говорит и твердит одно и то же. Не лезь и не верь. Не лезь и не верь. Лаю явно не стоит списывать со счетов. Не, я бы даже сказал, что она сейчас более ключевой экспонат, чем Малецкий. Так, проверим здесь. Ничего не появилось, все те же бумажки. Ну что ж, ладно, с такой тонной информации, которую нам вкинули, будем постепенно думать, разгадывать и ставить лайки. Ребят, не забывайте, пожалуйста, что ваша поддержка — это самый лучший буст к мотивации. Если вы все еще не подписаны, знайте, каждая подписка в момент замедления Ютуба — это золото. Реально, каждая подписка на вес золота, каждый лайк — это просто... Эмеральд! Ваши комментарии — это алмазы! Ладно, сори, но просто правда, ваша поддержка очень бустит нас как команду. Мы правда стараемся, мы следим за какими-то недочетами, просто хотим становиться лучше, но самое главное, что мы все еще команда, которая зависит от... людей, ради которого эта команда что-то делает. Еще раз большое спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Малус и невероятно крутая вербовка от Малецкого. Даже я повелся. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.